Друзья, всем привет! Примерно вот так выглядит мое рабочее место по проектированию гоночного болида Формула R1. Значит, смотрите, здесь у меня стоят гоночные слики. Кстати, очень легкая резина, скажу я вам. Каждая покрышка весит 3,5 килограмма. Это очень круто на самом деле. Также здесь у меня есть диски. Два варианта размеров, две половинки и серединка. Потому что все это дело мне пришлось заводить 3D моделирование. На данный момент работаю в программе Fusion 360. В принципе, уже большинство вещей у меня там получается. Вот захотелось поделиться с вами своими победами и показать, как и что у меня получается. Смотрите, как все интересно здесь. Зачем ему вот эти колеса? Колеса, вот этот двигатель. За месяц-полтора мне удалось практически все перенести в компьютер. Осталось сделать задние кулаки, задние тормоза ввести и задние ступицы. Чертеж седлушки делал в спешке, поэтому получилась вот такая картинка. Хотя я постарался, чтобы все размеры были точно соблюдены. Вот. Ну, рисунок, конечно, не высшей чертежной категории. Но ничего, пойдет. Я уже занес в Fusion 360. Все у меня получилось. Пока, правда, тоненькие такие вот, как мне надо, вещи я не умею делать. Занес целиком с корытом, короче говоря, вот что получилось. Оно, естественно, будет дорабатываться, оно не идеальное. Ну, точнее, оно как-то будет укорачиваться, а здесь трубчатая рама будет. Хотя хорошо бы, чтобы был такой ложемент, чтобы если в грязь, в лужу какую-то попадешь, что как бы не планируется, ну мало ли, чтобы тебя не обгадило это все дело. Потому что изначально машинка будет пустотелая на раме, ну либо уже полностью карбоновая. Так планируется, ребята. Чтобы был минимальный, просто минимальный вес, чтобы ей драг заходил и кольцо заходило, ну то есть вот так. И как вы можете заметить, я уже начал проектировать, точнее построил пока что плоскостя для проектирования рычагов. Пока что решил начать с передних рычагов, потому что по задним еще неизвестно, я еще даже не придумал, как я буду делать задний кулак. Потому что до сих пор он находится в таком вот интересном зачаточном состоянии. Вот обратите внимание, как он выглядит. И до сих пор я не решился, где я буду делать крепление под нижний рычаг, под верхний рычаг, под, так сказать, поворотную часть, потому что поворотная часть, он тоже поворотный по факту, потому что его нужно настраивать. То есть делать схождение, делать развал и так далее. Ну, самое главное и самое интересное, что я сделал везде крепление под тормоза с резьбами, все очень круто. Это дюралюминий D16T, ну а это титан, а это анодированный металл, анодированная сталь. Единственное, за что я переживаю, это за массу тормозной системы. Все-таки машинка получается у меня довольно-таки легкая, а тормоза получается у меня просто нереально мощные. И поэтому, возможно, скорее всего, мы еще посмотрим, конечно, потом придется тормоза облегчать. Ну, вся тормозная система весит около 20 килограмм. Может быть 25, точно уже не помню. Это не так уж-то и много, но облегчить килограмм на 8 было бы неплохо, потому что это не подрессоренные массы. Ну, короче, вы поняли, ребята. Короче, я здесь просто дико неистовствую. 3D принтер у меня практически не выключается. Вот сейчас на данный момент создаю сиденье для гоночного болида. Печать сиденья разбил на две половинки, потому что не помещается. Больше 200 миллиметров в длину седло получается при масштабе 1 к 5. Но это неудивительно. Пластик использую по минимуму. Наружную стенку делаю всего лишь в 2 слоя. Но процесс идет. Эх, хороший все-таки принтер мне Олежка задарил. Так он мне нравится. Такой он мумумушный, симпатичный, закрытый. Можно даже резиновыми печатать пластиками. Это круто, ребята. Для чего нужна эта машинка, я вам расскажу немножко попозже. Пока хочется лишь поделиться какими-то своими эмоциями.
показать, как у меня все здесь получается, как я моделирую, как я работаю. Обратите внимание, какие аппараты рассматриваю. Хочется подмечать какие-то нюансы подвески, потому что у меня малоходная подвеска будет, а она своеобразная, если честно. И в принципе можно ее там особо не заморачиваться, как я понял. Но тем не менее я пытаюсь выискивать необходимую мне информацию, все стараюсь примечать. Вот сейчас занят задней подвеской, потому что, ребята, переднюю я уже придумал. Она у меня в принципе готова в 3D модели. Что меня, если честно, просто безумно радует. Вы себе даже не представляете, как долго я шел к этому результату. Естественно, я вам покажу, что здесь и как работает, и почему я выбрал именно такую схему. То есть можно было как-то все это дело усложнить. Например, я до сих пор не могу понять, в книжках этого почему-то не написано, почему на многих болидах точки крепления подвески не параллельны. То есть здесь видно, что точки крепления одного рычага практически параллельны. Я, в общем-то, также хочу делать, потому что так гораздо проще соблюдать геометрию. То есть проще воспроизвести этот проект в железе, то есть сделать все прецизионно, все очень точно. Вот видите, еще один вариант с параллельным креплением. То есть здесь точка и здесь. Они примерно параллельны вот этому второму рычагу. Но, к сожалению, так делают не всегда. Вот обратите внимание, как здесь. Очень часто задняя часть рычага очень близко располагается друг к другу, а передняя на расстоянии. Вот обратите внимание. То ли это вызвано компоновкой самого болида, то ли есть какая-то мулька в работе задней подвески. Ну и передняя также очень часто воспроизводится. То есть если точки вверху-внизу, я знаю, для чего это нужно. Это как бы противоклевковая система. А как бороться вот с этим? Потому что при подъеме колеса будет изменяться геометрия подвески, и колесо будет куда-то в ту или иную сторону наклоняться. Естественно, у них это все дело соблюдается, они знают, для чего они это делают. Но я пока что не нашел информации, в чем здесь прикол и как с этим бороться. Очень часто делают все параллельно, и я при виде сверху тоже постараюсь сделать все параллельно. Так, открываем опять наш проект и смотрим, как при виде спереди. А при виде спереди обратите внимание, как оно выглядит. Ну, я уже здесь настроил, чтобы можно было все шевелить. Опять же, чуть позже я вам покажу это, ребята. Вы, я надеюсь, не думаете, что я буду что-то скрывать. Но, по крайней мере, у меня уже отлегло от души. Теперь занимаюсь лишь задней подвеской. А передняя вуаля уже полностью готова. Есть даже рулевое управление. Уже можно даже прикинуть, насколько у нас двигаются колеса. Приставил сюда имеющуюся рулевую рейку, которую я прикупил. И чуть позже вам покажу ее. И вообще вся геометрия выбрана неспроста. Те, кто давно смотрит этот проект, те, кто еще помнит, как все начиналось, видели, что я даже купил лицензионное ПО, так сказать. Правда, это онлайн ПО, но тем не менее здесь я все проверяю, как работает. До сих пор у меня по 5 или по 6 баксов списывается каждый месяц. Здесь я все это дело настраивал. Ну, в принципе, теперь работает. Вот можно открыть мой проект и посмотреть. Давно я сюда, кстати, не заглядывал. Уже в Fusion я смотрю, как оно работает. Видно, какое пятно контакта при движении колес. Вот эта синенькая полосочка как раз таки характеризует эту составляющую. Также проверял накрены. Естественно, стабилизатор поперечной устойчивости у меня будет. Поэтому с этим проблем, опять же, быть не должно. И вот при таком качании, видите, здесь сильно ничего никуда не гуляет. Ну, довольно-таки много времени я потратил на совершенствование передней подвески. А теперь вот усиленно думаю, как же делать заднюю. И что-то мне подсказывает, друзья, что надо все-таки остановиться на такой же, как и передняя. Потому что говорят, что принципы построения задней примерно такие же. Хотя хотелось бы вот эти рычаги нижние удлинить гораздо сильнее. Вот, ну там компоновка не очень позволяет в лайтовом варианте это все сделать. То есть надо либо как-то слишком уж запарываться по геометрии, либо остановиться на не очень длинных рычагах, и тогда можно будет очень качественно собрать раму, чтобы она была сверхточная вот в этих точках. То есть нужно постараться сделать так, чтобы эти точки можно было легко промерить. А для этого все должно быть более-менее параллельно при проектировании.
и более-менее соосно все. Тогда мы сможем это измерить и понять. Ну а 3D модель, которая будет уменьшена 1 к 5, я делаю тоже не просто так, друзья. Хочется перед тем, как создавать реальный болид, иметь возможность действующую модель испытать на вшивость, так сказать. То есть собрать ее, покатать, попробовать, как она катается, как она поворачивает, как там угол Аккермана, как там угол обкатки, как там кастер, как сход, как развал, ну и так далее. То есть модель вот эта 1 к 5, которая, она должна иметь возможность настраиваться. Хотя в общем-то с 3D моделирования может быть это и не нужно, но я заморочился, друзья. Смотрите, сколько я наделал колес. Это все реальные колеса, реальных размеров той резины, которая у меня есть. Здесь 2 комплекта. Вот это те самые новые слики, они самые здоровые. Ну а это резина Простор. Можно будет наклеить некую резину сюда, сделать более нескользящую поверхность и покатать эту модельку, попробовать, как она катается. Попробовать на сжатие подвеску и так далее. Ну, то есть основная задумка была в этом. Еще у меня задумка была сделать так, чтобы была помощь при моделировании, потому что я не сразу, далеко не сразу привык к программе Fusion 360. Ну, то есть до сих пор мне надо брать в руки линейку и смотреть, сколько это. Потому что, ну, там нереальные размеры, понимаете, все маленькое и непонятно, как и что. Кстати, все эти детали, даже двигатель, он имеет абсолютно настоящие размеры. Если здесь крепежные вот эти все элементы измерить и увеличить в 5 раз, то будут реальные размеры. Не зря я измерял весь двигатель и не зря все заносил. Ну вот эти штуки прям вообще создавались мной с нуля. Вот видите, все вращается. Я все перепроверяю по 1000 раз. Линейкой, умножаю, смотрю, контролирую. Добавил на двигатель патрубки. То есть все подписано, друзья. Заморачиваюсь я очень сильно. Видите, здесь сцепа написано. То есть выход тросика сцепления. Здесь ойл. Горловина. То есть труба не должна закрывать горловину, иначе будет невозможно поменять масло. Надо будет вынимать двигатель. Здесь у нас тосол, трубопровод. Ну, естественно, есть шестеренка, вон она там внутри немножко обломана, и рычаг переключения передач. Также все основные крепежные отверстия и габаритные размеры. Самый большой прикол в том, что, естественно, я сначала решил пойти легким путем и скачал 3D модель уже готового двигателя. А вот смотрите, какой он красивый. Да, видите? Он почти похож на настоящий. И при этом я даже купил его, ребята, я отдал за него 7000 рублей. Я купил целый мотоцикл. То есть он был в 3D модели, которую я опять же во Fusion зарядил, вынул оттуда двигатель, убрал все детали мотоцикла. И вот что мы имеем. Казалось бы, круто, да? Вот смотрите, силуэт фактически такой же. То есть можно сказать один в один. Сделано это было по фотоскопии или фотосканированию, как там это правильно называется. Но не тут-то было. Дело в том, что так вот он нормальный, потому что был доступ, видимо, к фотографии. А вот в таком виде доступа особого не было. И так он совершенно не соответствует, даже видно невооруженным глазом. Я уже не говорю за размеры. То есть обратите внимание, вот здесь точки крепления, если вот эту штуку на 5 раз умножить, будет 155 миллиметров. А эту штуку, если на 5 умножить, то есть это же в том же масштабе делалось, то получится больше 200 мм. Мало того, здесь отсутствуют нижние точки крепления, у меня они есть. Даже на винтике все аккуратно прикручено, здесь абсолютно ничего нет. Опять же нет точек крепления двигателя, у меня они опять же высокоточные, вот одна, вот вторая, это основные точки крепления, ну не считая вот этих 4. Ну, как по мне, это просто были выброшенные мною деньги. Все равно придется пользоваться своим решением. Так красиво я сделать не смог, но зато можно доверять этим размерам. Они достаточно точные, чтобы делать любые модели. Ну и, собственно, в подтверждении моих слов, вот она, 3D модель этого движка. Она у меня есть в разных форматах. Правда, поделиться, скорее всего, я не смогу, ибо запрещено, друзья. Авторские права тех людей, которые мне это продали. Ну а если включить все вкладочки,
То у нас получается супербайк Yamaha R1. Вот такой красавчик у нас получается, друзья. Вот это я купил за 7000 рублей. Не пожалел, так сказать, деньжат. И прикупился, хотел пойти по легкому пути, но все равно пришлось идти по-своему. Ну что ж, ребята, вернемся теперь к нашей модели. Все-таки рассказал А, надо сказать и Б. Хочется показать вам, чего я здесь добился, что и как работает. То есть мы сейчас рассмотрим детали немножечко повнимательнее. Начнем с дифференциала. Двигатель пока выключим, включу анализ, чтобы рассмотреть повнимательнее. Вот так выглядит дифференциал. Есть даже подшипнички, можете заметить. Вот они, родимые. Есть шрусы. Очень я здесь схематически все изображаю. Ну и также есть привода. Мало того, можно подкинуть сюда колеса и немножечко даже их пошевелить. Смотрите, что получается. Уже сделал соединение. Кстати, пару дней ушло, чтобы разобраться, что здесь и как. Но потом я не мог остановиться. Я целые сутки этим занимался. И в принципе есть результаты. Вот те, которые я вам сейчас сразу же показываю. Это колесико тоже шевелится. Но оно шевелится не особо хорошо, потому что задняя подвеска на данный момент отсутствует. Я занимаюсь поиском лучших решений. Читаю книжки, читаю статьи и смотрю картинки. Ну а передняя уже полностью готова. Нужно подкинуть седлушку, поставить колеса, разблокировать передние кулаки и сделать видимым рулевое управление. Все, друзья, по идее должно работать. Смотрите. А? Класс? Поворачивается как по-настоящему. Видно, как изменяются углы. Но опять же, пошевелить могу только лишь одно колесо. Потому что они не взаимосвязаны, пока нет у меня здесь пружины, нет тяг на пружины и амортизаторы. Но что-то уже работает. Видите, рулевая рулится. Причем рулится абсолютно так, как я и задумывал. У меня, еще раз повторяю, рулевая рейка подошла. То есть ограничение ходов это где-то примерно вот так. Я думаю, такого поворота руля будет вполне достаточно нам для езды. Ну вот видите, как оно может в бараний рог завернуться. Ограничения на шаровых я пока что не разобрался, как ставить. Там сразу по 3 координатам надо. Завязалась в узел. Ладно, развязываем. Можно, так сказать, в цвете показать. У меня здесь еще кое-какие есть разработки, которые выключены. Но они еще не окончательные, ребята. И я не хотел бы вам пока что показывать внешку. Потому что далее вам будет неинтересно смотреть. Ну а техническую часть можно и показать. Я надеюсь, вы понимаете, что делается все серьезно, с серьезным подходом. Покупаются уже очень крайне дорогостоящие болванки. Мне последний раз алюминий объявили по 1200 за килограмм. Хотел диски выточить. Представляете, какой наглец? Все вы уже давно знаете, что у меня есть вот такие красавцы. Магниевые легкосплавные диски, которые восстановлены, готовы, так сказать, к употреблению. Но, ребята, смотрите. Диски хоть и довольно-таки широкие, передние на 8 дюймов, задние на 10 дюймов, ну почти на 10 дюймов шириной. Это очень широкие диски, но резина еще шире. Обратите внимание, какая резина. Ну то есть это заднее колесо самое широкое из тех, что у меня есть. Оно просто сюда никак не натягивается. Ну либо будет очень страшно выглядеть и с вероятностью спадания его. То есть, ну, это небезопасно, а мы топим за безопасность, поэтому я, наглец такой, хотел заказать 2 болванки, выточить всего лишь 2 колечка более широких, ну, допустим, шире на 5 сантиметров. Так хотел сделать. Но вы представляете, мне объявили цену за эти 2 болванки 150 тысяч рублей. Да уж, это просто какая-то нереальная жесть с нынешними ценами. 1200 рублей за килограмм. Так что пока на данный момент я от этой безумной идеи решил отказаться. Но, ребята, это не вымогательство денег из подписчиков, вы не подумайте. Хейтеры уже, наверное, заерзали, там на 5-й точке начали строчить. Не-не-не, ребята, ни в коем случае. Я уже заказал всего лишь на 30 тысяч рублей карбона.
и эпоксидной смолы. Карбон взял самый выгодный, который только может быть, 660 грамм на метр квадратный. Он действительно выгодный. И у меня теперь есть 3 килограмма карбона и 3 килограмма смолы, которые я могу использовать по собственному разумению. Ну, хочу попробовать сделать из карбона 2 половинки. Сделать матрицы придется и уширить их, вот эти диски. Очень хочется попробовать. Опять же, оно будет легкое. Да и плюс не так дорого. Ну и будет контент. По-моему, карбоновые диски не каждый день делают в ютубе. Все же я надеюсь, ребята, что оцените вы мои потуги в 3D моделировании. Дождались вы. Все-таки нельзя меня допускать к таким вещам. Я же могу решить захватить этот мир все-таки. Надеюсь, не будете пинать, не будете опять говорить, что я ничего не делаю. Вот это, ребята, просто нереальное было что-то для меня постичь. Я где-то за месяц постиг многие из вещей. Ну, я думаю, процентов на 20 где-то я всего лишь освоил. Тут дело такое. Если освою на 100%, смогу делать гораздо лучше и быстрее. То есть мне кажется, что я сейчас каким-то длинным путем иду все время. Но тем не менее я стараюсь, я работаю и в этом направлении. Вот конкретно сейчас покажу вам. Параллельно занимаюсь задним кулаком и моделирую его, чтобы, так сказать, создать точки крепления. Ну, вы поняли уже, да, что я изучаю этот вопрос и попутно моделирую. Как только я это сделаю, можно будет заняться задними рычагами, точнее их изготовлением. Далее можно будет продолжать моделировать, но в общем-то рычаги вот эти 4 штуки, ну в общем-то если так разобраться, 4 рычага уже можно делать. Кстати, детализация, обратите внимание какая, то есть видите, все по-взрослому, все в размерах, так сказать, все по фэншую. Ну и diff я вам хотел показать. Diff я все-таки самую первую деталь сделал, а потом уже делал все остальное. Конечно, накосипорил тут немножко, пришлось потом исправлять. Ну ладно, короче. Короче, ребята, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Такое вот, опять же, неформатное видео. Поддержите лайком по возможности. Всем пока, до новых встреч, друзья. Ожидают нас, чувствую, великие дела.